Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Я уже некоторое время не показывала винтажных советских игрушек, сегодня исправляюсь и покажу вам серию игрушек «Сказка о царе Салтане», написанная Александром Сергеевичем Пушкиным. Но прежде чем мы станем смотреть игрушки, я буду рассказывать о авторах. Интересные факты. Я хочу пофастаться перед вами, что мне удалось в Польше приобрести перевод сказки о царе Салтане на польский язык. Перевод был сделан в 1951 году. Это второй перевод. А первый перевод сказки Александра Сергеевича Пушкина в Польше был сделан только в 1924 году. Перевод был сделан второй в 1951, а издана книга в 1952 году. И автором перевода является очень знаменитый в Польше поэт-сказочник Ян Бжехва. Он был поэтом и адвокатом, совмещал эти две функции и написал очень много стихотворных сказок для детишек. И этот его перевод сказки о царе Салтане, друзья, просто прекрасен. Очень трудно переводить даже прозу, а уж тем более стихотворное произведение. Но Яну Бжехве это удалось. Польский, я сказала, поэт и адвокат, еврейского происхождения, который родился в Жмеринге, в Украине. Вот такая история. Похвасталась. Мне просто проще привлекать своего внука к культуре. Ну и кто бы не любил Пушкина, правда? Ну а теперь переходим к игрушкам. Я тут приготовила тоже и каталог, чтобы подкреплять свои слова печатной продукции, может быть, так скажу. Хотела бы начать, наверное, знаете, из чего? Не из показа игрушек, а из развеивания мифов. Очень часто на просторах интернета, в разных статьях, в телепередачах, в фильмах на YouTube вы можете встретить информацию, что эти игрушки, как и другие игрушки по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, были произведены к юбилею 150-летия со дня рождения Пушкина. Друзья, это совершенно не соответствует действительности. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. Если мы к этой дате прибавим 150 лет, то получается 1949 год. Кроме того, нигде ни в каких протоколах не указано, что эти и другие игрушки по мотивам Александра Сергеевича Пушкина создавались к этой юбилейной дате. Все это враки. Кто-то один сказал, и понеслось. А журналисты, как я их называю, вообще даже не утрудняют себя тем, чтобы проверить. Первые игрушки из этой серии, именно серии, а не набора. Есть тоже разница между серией и набором. Набор – это был доктор Айболит. Коробка, персонажи собраны. Набор – это был, например, Чиполлино, правда? А это была серия. Одной коробки, в которой были собраны все эти игрушки, никогда не существовало. И работали над персонажами этой сказки разные авторы. Вот смотрите, впервые в 1954 году Борисова Елена Евгеньевна разрабатывает только 3 игрушки. Это царевна-лебедь, Гвидон и царь-град. Год спустя уже другой автор, Кузьмина Юлия, дорабатывает, во-первых, Гвидона. Она видит повариху и ткачиху. Ну а на ткачихе мы остановимся дополнительно, потому что изначально эту фигурку автор Кузьмина Юлия заявляла как царицу. Ну, все по очереди. Давайте, наверное, будем тоже вспоминать саму сказку, как там у нас царь Салтан вещает, что «Здравствуй, красная девица», говорит он, «будь царица».
и потом зовет вот эти вот еще две ее сестрицы, правда, и говорит, что будь одна из вас ткачиха, а вторая повариха. Перед нами образы самого царя Салтана и царицы. Кто является автором этих образов, неизвестно. Пока что создателям каталога и другим коллекционерам и собирателям не удалось докопаться до протоколов, заседаний, утверждения этих игрушек. И кто является автором, доселе неизвестно. А мы, наверное, посмотрим на кого? На царевну Лебедь и на самого Гвидона. Как изначально видела эти персонажи Борисова Елена Евгеньевна. Вот он, Гвидон. Гвидон уже который вот с луком. И как прекрасно вот он написан, он у Пушкина. И как соответствует этот образ игрушки описанию Пушкина. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста шнурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил. Стрелкой легкой заострил и пошел на край долины у моря искать дичины. И у моря он встречает лебедь. Там драматическая сцена, лебедь там бьется, коршун атакует, и вот он выпускает эту единственную стрелу и спасает царевну Лебедь. Но тогда же он не знает, что это царевна Лебедь. Вот эта вот игрушка, этот лебедь, конечно, не входил в эту серию. Это коллекционеры, это мы дополняем просто вот это вот собрание сочинений другими игрушками. Ну почему же не добавить лебедя, правда, который потом превращается в царевну Лебедь. Но давайте по очереди. Царевна наша ожидает ребенка, царь удаляется на войну, а ткачиха с поварихой и злой свахой, где она у меня, бабарихой, вот так представлена бабариха, делают что? Заговор. Подменяют письмо и пишут: родила царевна в ночь ни то сына, ни то дочь. Остановимся вот на этих двух фигурках, на поварихе и ткачихе. С поварихой все у нас ясно. Мы прекрасно знаем, что автором является Кузьмина Юлия, да, 55-й год, и образ представлен, ну, великолепно. Вот это вот повариха огромная, толстая, злая повариха. А вот что касается ткачихи, то ткачиха была заявлена автором Кузьминой Юлии как царица. Но художественный совет, рассмотрев эту игрушку, засомневался. И они как бы сказали: а почему это царица? Может, это какая-то злая мачеха? А если нет, если мы хотим ее включить в серию игрушек о царе Салтане, так, скорее всего, пускай она называется ткачиха. И вот так вот назвали ее ткачихой. Поэтому, смотрите, когда мы смотрим на повариху, тут никаких сомнений нет, эта игрушка не вызывает. А что касается ткачихи, вот где в этом образе и как можно догадаться, что это ткачиха? А вот почему. Потому что изначально эта игрушка автором и не была предусмотрена как ткачиха. Просто так худсовет решил. Вот тоже интересная, мне кажется, информация. Но мы знаем, что вот эти вот три персонажа, повариха, ткачиха и бабариха, они там, значит, интригу, да, затеяли. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Подменяют письмо, потом подменяют следующее письмо, которое уже написал сам Дадон. И что происходит? Горюшка происходит, потому что, помните, как там в сказке, как же там это, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан, как велел де царь Салтан. Вот так вот.
Эти бочки, конечно же, не входили в серию сказки о царе Салтане, но мы, коллекционеры, любим дополнять эту серию вот и такими вот игрушками. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Так что вот такие вот у меня есть бочки, вот таких вот расписных, куда я ее отложила, вот таких вот у меня даже вот 4. Кого еще мы не рассмотрели? Царьград. Ой, как же там Царьград в свете. Вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит смотрите, златоглавыми церквями, с теремями да садами. Ель растет перед дворцом, а под ним хрустальный дом. Белка там живет, ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Царьград. Автором является Борисова Елена Евгеньевна. Вот игрушки были изначально в матовом и амальгамном исполнении. У меня где-то еще должен быть 3-й Царьград в другом окрасе, но он еще, скорее всего, не пришел. Вот жду посылочку. Вот он, Царьград, и как прекрасно отражено вот в игрушке описание Пушкиным этого Царьграда. Остров на море лежит, город на острове стоит, с златоглавыми церквями, с теремами да садами. Вот он, красавец, Царьград. О ком мы еще здесь не вспомнили? Да, давайте остановимся на образе царевны Лебедь. Это уже когда сама Лебедь, это уже было последнее желание Гвидона жениться, вот тогда она как бы превращается из лебедя в царевну Лебедь. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Вот здесь вот ярко выраженная звезда у автора. Выпускались эти игрушки, как вы видите, и разного размера, в амальгаме, были на подвесе. Ну вот эта вот пара вот в матовом окрасе просто великолепно, гармонично смотрится. У меня вот только здесь неприяточка, посмотрите. Изначально Гвидон был в прекрасном сохранении, но он хранился у продавца на даче. Хотя ко мне пришел без потери краски, то все-таки во время даже очень бережного хранения, смотрите, произошло осыпание краски на лице. Я не знаю как, но, наверное, придется мне восстанавливать ему личико. Вот такая вот неприяточка. Чем еще мы, коллекционеры, дополняем эту серию? Корабликом. У Пушкина ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Этот кораблик не принадлежит к серии «Сказки о царе Салтане». Выпускался в Петербурге, в Ленинграде, артелью «Культ и игрушка». Но он прекрасно дополняет эту серию. Игрушка сама по себе довольно, друзья, редкая. И вот есть у меня такой кораблик, который не входил в серию. Кого же я еще вам не показала, кто в серию входил? А входил дядька Черномор. Вот какой красавец. Одна из любимых моих игрушек из этой серии «Сказки о царе Салтане». В чешуе золотой горя, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит
и попарно их выводит. Так вот, самих богатырей в наборе не было, был только дядька Черномор. Вот у меня два персонажа в разном окрасе. Тут вот синие у него брючки, тут фиолетовые. Прекрасный сохран. Вот эту вот, помню, первую купила. Это когда очень сильно приближаю, вам кажется, что вот такие там большие потери. Но поверьте мне, они микроскопические. И чем же мы, коллекционеры, дополняем серию сказки о царе Салтане. Читая о том, что из моря выходит Черномор, правда, и попарно их выводит, то мы дополняем вот такими вот игрушками головы богатырей, которые были выпущены намного позже. Это уже игрушки 70-х годов. Вот такая у нас у коллекционеров фантазия. И так мы расширяем серию игрушек о царе Салтане. Надеюсь, вам было интересно, и вы успели рассмотреть и дядьку Черномора во всей своей красе. Вот как он выражен. Жалко только, что мы не знаем автора. Но я думаю, когда-нибудь и где-нибудь мы найдем информацию. Это, конечно, проще сделать жителям Петербурга и Москвы, докопаться до архивов и узнать, кто же создал те образы, которые находятся в серии, а автор неизвестен. У меня такое предположение, что вот и царицу, и бабариху, и самого царя Салтана все-таки создавала Кузьмина Юлия. Но подтверждения документального нет, посему я утверждать этого не могу. Ах, когда показывала белочку, да, вот, я показывала вот эту вот в амальгаме, и вот есть такая вот в матовом окрасе. Затейница какая, белки песенки поет, да орешки все грызет. Вот такие вот мы, друзья, коллекционеры-собиратели, фантазеры. Ну, еще раз вам покажу сам Царьград. Вот такая красота. Надеюсь, я исправилась и всех любителей советской винтажной игрушки уважила и так много в одном видео игрушек показала и какой-то информацией с вами поделилась. Но ко мне идет посылка, довольно крупная, поэтому будем наслаждаться винтажными советскими елочными игрушками. Ну а пока, друзья, пока-пока!